Привет, друзья! Германия сейчас проходит через период, когда обычный поход, например, в супермаркет превращается в серьезные испытания для вашего кошелька. Цифры действительно впечатляют. С начала 2020 года продукты подорожали примерно на 37%. И здесь важно понимать масштаб. Общая инфляция в стране за это время составила около 23%. Получается, что еда дорожает заметно быстрее, чем все остальное. Это прямое давление на базовые потребности, и многие задаются вопросом, почему же ситуация развивается именно так, несмотря на наличие каких-либо инструментов для сдерживания роста цен. Для миллионов людей повседневная жизнь ощутимо изменилась, когда мать-одиночка, например, из Тюрингии говорит, что даже хлеб становится серьезной статьей расходов. Это уже не просто частный случай, а отражение общей тенденции. Люди с тревогой сегодня подходят к еженедельным покупкам, потому что каждый раз видят новые цифры на кассе. И статистика это подтверждает. Ощущение в магазине во многом совпадает с общей динамикой снижения покупательской способности сегодня. Если разобрать продуктовую корзину, то картина выглядит довольно жестко. Абсолютный лидер – это консервированные фрукты, которые подскочили в цене примерно на 80%. То, что раньше считалось доступным вообще вариантом, теперь стоит значительно дороже. Какао и шоколад прибавили более 70%. Даже небольшие привычные покупки теперь требуют пересмотра вашего бюджета. Замороженные овощи и фрукты подорожали примерно на 58%. Мясо, подсолнечное и оливковое масло. Все то, что составляет основу рациона, выросло в цене более чем на 50%. И особенно показательно, что лишь около 15% товаров подорожали меньше общего уровня инфляции. В эту категорию сегодня входят, например, картофель и отдельные базовые продукты. В результате многие семьи вынуждены пересматривать свои привычки и искать более экономичные варианты питания. Это заметно изменяет качество жизни, которое ощущается уже прямо сейчас. Возможно, вы со мной и согласитесь, что проблема в том, что нынешний рост цен – это механизм, который стремительно увеличивает разрыв между богатыми и бедными. То есть, для тех, кто зарабатывает много, лишние 2-3 евро за пачку масла почти незаметны. Но для людей с низким достатком ситуация становится критической, потому что еда и напитки занимают львиную долю их бюджета. У них нет финансового люфта, нет возможности просто сократить развлечения, им приходится урезать именно базовые потребности. Данные опроса подтверждают, до 70% жителей Германии с чистым доходом менее 2000 евро в месяц уже находятся в режиме жесткой экономии. И это не просто покупка меньшего количества еды. Происходит такая тревожная, скажем так, трансформация рациона. Свежие продукты, овощи, качественное мясо и рыба заменяются более дешевыми полуфабрикатами и переработанной едой. Это вынужденный выбор, который экономит деньги сегодня, но, соответственно, создает долгосрочные риски. Мы фактически сейчас наблюдаем, как экономические трудности начинают отражаться на здоровье населения. Снижение качества питания может привести к росту, соответственно, хронических заболеваний в ближайшие годы. В итоге средства, которые государство не тратит сейчас на поддержку нашей покупательской способности, могут вернуться в виде дополнительных расходов на систему здравоохранения. Доступ к нормальной и сбалансированной еде не должен зависеть от уровня дохода. Это базовая потребность, которую сегодня вызывает все больше вопросов. В экспертной среде все чаще также звучат и призывы к федеральному правительству Мерца активнее реагировать на ситуацию. У кабинета сегодня есть те инструменты воздействия на рынок, и вопрос в том, как и когда они будут использованы. Рассмотрим конкретные меры, которые могли бы облегчить жизнь миллионам людей. Итак, первый и, пожалуй, самый очевидный рычаг, который находится в руках сегодня властей, это налог на добавленную стоимость. Напомню, сейчас стандартная ставка НДС составляет 19%, но для базовой корзины продуктов она снижена до 7%. Кажется, что это уже льгота, но на деле лишь частичное решение.
Идея полностью обнулить этот налог на основные продукты обсуждается уже давно, но каждый раз сталкивается с политическими разногласиями. Совсем недавно, буквально в сентябре, попытка левой партии продвинуть это решение через Бундестаг не получила поддержки. Другие партии не проголосовали за, и в итоге цены остались без изменений. Самое интересное начинается, если вспомнить предвыборные обещания. Помните, год назад риторика была совсем другой. Социал-демократы из СДПГ активно строили свою кампанию именно на обещании снизить налог хотя бы до 5%. Но после выборов эта тема отошла на второй план. Зеленые предлагают иной подход. Не менять общие ставки, а просто пересматривать налоговую нагрузку для отдельных категорий товаров. И вот здесь возникает такая ситуация, которая вызывает много вопросов. Например, отдельные виды детского питания могут облагаться более высокой ставкой, чем корм для животных, который подпадает под льготные 7%. Это часто воспринимается как такой перекос в системе налогообложения и вызывает дискуссии о ее справедливости. Пока политики сегодня спорят о процентах и пересматривают подходы, обычный покупатель в супермаркете продолжает ощущать последствия этих решений в своем ежедневном бюджете. Снижение НДС – это самый, скажем так, быстрый способ снизить цены в супермаркетах. Есть четкий показатель того, как ритейлеры реагируют на налоговые послабления. Они либо забирают эту разницу себе, либо передают ее нам с вами, покупателю. Статистика института ИФА за 2020 год показывает, что немецкие торговые сети в целом передавали значительную часть этой выгоды потребителям. Когда во время пандемии налог временно снизили до 16 и 5% соответственно, продавцы передали покупателям около 70% этой разницы. На практике еда тогда подешевела в среднем на 1,3%. Посмотрите, что происходит у наших соседей, Польша и Испания. В 2022 году решили снизить также налоги на продукты на фоне резкого роста цен. И там эффект оказался заметнее. Да, супермаркеты снижали цену не сразу, но через полгода они уже передавали людям более 90% этой налоговой выгоды. То есть почти каждый сэкономленный государством цент доходил до кошелька обычного гражданина. Этот опыт запустил целую волну по всему миру. Австрия уже с июля снижает налог на молоко, овощи, фрукты и зерно с 10 до 5%. Даже в Японии сейчас обсуждают временное снижение налогов на продукты. Пока немецкое правительство Мерца раздумывает, другие страны уже показали, если снизить налоговую нагрузку на еду, цены снижаются. Это прямой и понятный инструмент, который позволяет облегчить нагрузку на семейный бюджет. Данные из Польши и Испании показывают, значительная часть этой выгоды действительно доходит до покупателей, и поход в магазин перестает восприниматься как какой-то серьезный удар по кошельку. Существует еще одна проблема – это инфляция в супермаркетах. Часто бывает незаметной, и покупатели узнают о ней, когда уже слишком поздно. Речь идет сейчас о шрингфляции. Это когда цена на полке остается прежней, но сама упаковка становится меньше. Вы берете привычную, например, плитку шоколада Милка, в ней уже не 100 граммов, а 90. Пачки мармелада Харибо. Вместо 200 граммов внезапно оказывается 175, а маргарин Рама незаметно, скажем так, худеет с полукилограмма до 400 граммов. Цена та же, а продукта меньше. По сути, это скрытое и ощутимое подорожание, которое часто объясняют изменением рецептуры или упаковки. Чтобы обратить внимание на эту практику, эксперты предлагают создать специальное агентство по мониторингу цен. Идея не в том, чтобы просто фиксировать цифры, а в том, чтобы сделать такие изменения более прозрачными для потребителя. В таких странах, например, как Франция, Испания, Италия, подобные структуры уже работают. Там специалисты в реальном времени отслеживают сотни товаров в тысячах магазинов по всей стране. Любое заметное изменение цены или веса попадает в публичные отчеты. Франция в этом плане пошла дальше многих стран. Там производители обязали указывать на упаковке, если объем продукта уменьшился при сохранении цены.
Если компания не соблюдает это требование, предусмотрены штрафные меры, которые быстро отбивают, скажем так, желание использовать подобные практики. В Германии же потребитель пока остается один на один с маркетинговыми стратегиями крупных производителей. Создание этого независимого надзорного органа могло бы стать инструментом большей прозрачности. Когда каждый шаг ритейлера фиксируется и публикуется, скрыто повышать стоимость становится сложнее, поскольку репутационные риски и возможные санкции начинают играть сдерживающую роль. Проблема в том, что сегодня механизм формирования цен в немецких супермаркетах напоминает такой черный ящик. Покупатель видит только итоговый ценник, но не всегда понимает, какая часть этой суммы реальные затраты, а какая торговая наценка ритейлеров. Группа защиты прав потребителей уже 2 года пытается добиться создания агентства по мониторингу цен, но сталкивается с сильным сопротивлением со стороны части пищевой индустрии. Позиция Федерации производителей достаточно жесткая. Они называют саму идею контроля избыточной бюрократией и предупреждают о возможных сложностях в регулировании. На практике сегодня бизнес опасается не столько отчетности, сколько полной прозрачности. Если такой центр, например, появится, любые попытки резко повышать цены в период кризиса станут публичными, а ценообразование, соответственно, станет более чувствительным к общественному и политическому вниманию. Тем не менее, в правительственных коридорах лед постепенно сдвигается. Социал-демократическая партия Германии с ДПГ, которая еще пару лет назад лишь осторожно поднимала этот вопрос, на прошлой неделе уже подтвердила готовность рассматривать такие меры. Левые и зеленые идут еще дальше и предлагают расширенный подход. Например, зеленые обсуждают идею мобильного приложения, где можно отслеживать динамику цен и веса товара. В таком формате покупатель может сравнивать, как менялась цена продукта за определенный период. Это уже не просто информирование, нет, а более активная вовлеченность потребителя в рынок. Но самой заметной инициативой социал-демократов стала идея германской корзины. Задумка в том, чтобы супермаркеты добровольно выделяли список базовых продуктов от овощей и фруктов до молока и хлеба и предлагали их по сниженным ценам. Это попытка создать своего рода социальный сегмент внутри рыночной системы. Здесь нет прямого какого-то административного давления, но скорее предложение сетям усилить социальную ответственность в обмен на доверие покупателей. В качестве примера СДПГ приводит опыт Греции. Там корзина, так называемое домохозяйство, является обязательной для крупных торговых сетей с оборотом свыше 90 миллионов евро. Государство определяет категории товаров, а ритейлеры в свою очередь предлагают в этих категориях продукты по минимально возможным ценам каждую неделю. Это достаточно такая жесткая, но эффективная мера, которая помогла стабилизировать цены для наиболее уязвимых групп населения. Если Германия решит адаптировать подобный подход, это станет одним из самых масштабных экспериментов по регулированию розничного рынка за последние десятилетия. Это будет серьезный поворот в сторону усиления вмешательства государства ради стабилизации покупательской способности нас с вами, граждан. Финальный аккорд в обсуждении социальной корзины – это вопрос контроля и возможных механизмов санкций. В греческой модели, которую сейчас активно изучают в Берлине, все строится не только на рекомендациях, но и на системе отчетности. Представьте, супермаркеты обязаны не просто снизить цены, а регулярно предоставлять данные в профильное министерство по каждой позиции в этой корзине. Для обычного человека это означает более высокую прозрачность, списки доступны онлайн в реальном времени. Вы заходите на сайт, выбираете свой регион и можете увидеть, где сегодня дешевле молоко или хлеб. В торговом зале такие товары должны быть выделены специальной маркировкой, чтобы их было легко найти. И нет ограничений по количеству таких товаров. Они должны оставаться всегда доступными. А если сеть нарушает эти правила или не обновляет информацию вовремя, предусмотрены штрафы от 1000 до 50 тысяч евро. Для крупного ритейла это, возможно, не критично, но для репутации ощутимый сигнал.
Однако здесь и кроется главный вопрос – насколько эффективно это на практике. В Афинах чиновники заявляют, что благодаря корзине удалось сдержать рост цен, но если смотреть на общую картину, однозначных данных о влиянии на всю инфляцию пока нет. Критики из Ассоциации розничных торговцев в Греции считают, что эффект может быть ограниченным. Пока цены на часть товаров из корзины снижаются, стоимость других позиций может все-таки расти, чтобы компенсировать те издержки бизнеса. В итоге это может выглядеть как перераспределение расходов внутри потребительской корзины, а не как общее снижение затрат. И именно на этот аргумент сейчас опираются немецкие торговые сети. Крупные игроки Aldi, Lidl, Kaufland и Penny уже обозначили свою позицию. Их ответ на инициативу СДПГ Социал-демократической партии Германии достаточно прямой. Базовые продукты и так продаются по минимально возможным ценам. Федеральная ассоциация торговли предупреждает о возможных побочных эффектах при регулировании цен. Их логика проста. Любое вмешательство государства в рыночные механизмы может привести к дополнительным издержкам, которые в итоге отражаются в цене товара. Германия сейчас стоит перед выбором: попробовать внедрить подобную модель регулирования, как в Греции, или все-таки сохранить текущую систему, рассчитанную на то, что рынок сам постепенно стабилизируется. Но и это еще не все. Перед тем, как мы с вами перейдем к обсуждению пенсий, хотел сказать, что в то время как рядовые граждане подсчитывают последствия инфляции в супермаркетах и думают об ограничении расчетов наличными до 10 тысяч евро, а также о введении цифрового евро, в правительственных кварталах Берлина разворачивается совсем другой сценарий. Глава МВД Александр Домбринт представил масштабный законопроект о пересмотре зарплат госслужащих. Официальный повод – это решение Федерального конституционного суда, которое потребовало привести выплаты чиновников в соответствии с основным законом страны. Однако параллельно с этим обсуждается механизм, который может привести к одному из самых заметных скачков доходов политической верхушки за последние десятилетия. Проблема в том, что немецкое законодательство связывает зарплаты министров и канцлера с окладами высших чиновников, то есть государственных секретарей. Согласно предложенной шкале, именно эта категория управленцев должна получить наиболее существенные прибавки. Автоматически это запускает цепную реакцию для всего кабинета. Если растут доходы секретарей, пропорционально и без лишнего шума, соответственно, увеличиваются выплаты канцлера Мерца и его министров. Только вдумайтесь в цифры. Бюджету эта корректировка, назовем так, может обойтись почти в 7 миллиардов евро только на ближайшие 2 года. Пока вся страна живет в режиме экономии, правительство выстраивает систему, где оклады высшего эшелона власти растут быстрее общего уровня доходов. Это создает чувствительный разрыв между реальностью обычного избирателя и финансовыми решениями госаппарата, даже если формально все объясняется юридическими нормами и необходимостью реформы. Этот законопроект уже вызвал волну критики, так как он демонстрирует значительную дистанцию между повседневной ситуацией граждан и интересами госаппарата. В условиях, когда каждая вторая семья в Германии сокращает расходы на питание, попытка провести столь масштабное повышение зарплат министрам воспринимается не просто как бюрократическая процедура, а как такой шаг, который может вызвать серьезную политическую реакцию в обществе. Ситуация вокруг министерских зарплат сегодня начинает напоминать такой себе плохой детектив с элементами организационной путаницы. Как только информация о щедрых прибавках просочилась в прессу, ведомство Александра Домбринта резко нажало на тормоза. Выяснилось, что внутри министерства произошел странный сбой. Пока министр публично заявлял об ограничении аппетитов топ-чиновников, его подчиненные подготовили уже документы, которые это указание, судя по всему, учитывали не полностью. В итоге сейчас МВД судорожно пытается пересчитать цифры, создавая правильные дополнительные таблицы, чтобы хоть как-то сгладить назревающий скандал.
Но даже в этом урезанном виде суммы выглядят впечатляюще на фоне общего кризиса. По данным, которые сообщают инсайдеры, планируется стандартное повышение на 2,7%. Чтобы вы понимали масштаб в абсолютных цифрах, госсекретари будут получать сверху более 5500 евро в год. Министрам добавят почти 7500, а годовой доход канцлера Мерца увеличится более чем на 9200 евро. Для сравнения, эта небольшая прибавка канцлера за год – это почти половина чистого годового дохода той самой матери-одиночки из Тюрингии, о которой мы говорили в начале. То есть только прибавка к зарплате политика сопоставима с бюджетом выживания целой семьи за 6 месяцев. Особенно напряженно выглядит техническая сторона вопроса. Чиновники пытались провести эти все выплаты через так называемые внеконтрактные корректировки. Это бюрократический такой механизм, который позволяет пересматривать оклады вне стандартной тарифной сетки. Сейчас, когда за ситуацией следит пристально пресса и оппозиция, канцелярия канцлера и Министерство финансов пытаются перераспределить коммуникационную ответственность за объяснение расчетов, а пресс-служба утверждает, что речь идет о технической неточности в таблицах. Но выглядит это скорее как попытка сохранить лицо, когда план по тихому повышению выплат оказался в центре внимания. Власти сейчас пытаются убедить, что 2,7% это скромно, забывая, что процент от зарплаты канцлера и процент от дохода обычного человека – это две совершенно разные реальности. Давайте копнем еще глубже в ту самую техническую ошибку, которую чиновники пытались выдать нам с вами за досадный сбой. Если бы первоначальный проект Домбринта прошел без изменений, мы бы увидели не скромные 2%, а настоящий финансовый взрыв в карманах элиты. В документах черным по белому было прописано поднять зарплату госсекретарям сразу на 39 тысяч евро в год. Это скачок почти на 20% до базовой отметки в 238 тысяч евро в год. Чтобы вы понимали абсурдность этой ситуации, просто сравните. Обычному сержанту полиции, который каждый день рискует на улице, предложили прибавку в 4800 евро. То есть чиновник в кабинете по логике авторов проекта получает бонус, который в 8 раз превышает прибавку силовика. Но главная хитрость здесь в юридической связке. По закону о федеральных министрах доходы членов правительства напрямую привязаны к окладам этих самых госсекретарей. Это работает как такой автоматический лифт. Если госслужащий высшего звена получает золотой дождь, министр и канцлер поднимаются вместе с ним, причем на еще более высокую отметку. В цифрах этот лифт выглядит просто неприлично. Если бы план сработал, каждый министр в кабинете Мерца стал бы богаче на 52 тысячи евро в год, а сам Фридрих Мерц получил бы прибавку в 65 тысяч евро. Вдумайтесь, только сумма повышения для канцлера превышает среднюю годовую зарплату квалифицированного немецкого инженера или врача. Это не просто корректировка на инфляцию. Это создание параллельной реальности, где высшее руководство страны за один год может увеличивать доходы так, как обычный работник не сможет и за 10 лет упорного труда. Этот маневр обнажает системную проблему. Власть имущие сами прописывают себе правила игры, используя сложные формулировки законов, чтобы скрывать крайне высокие цифры. Пока обычным немцам советуют затянуть пояса и экономить на отоплении, в недрах министерств готовятся расчеты, которые делают пропасть между обществом и правительством не просто глубокой, а фактически непреодолимой. И то, что этот план, благодаря инсайдерам, сейчас пытается спешно переиграть под давлением прессы, лишь подтверждает, попытка провести изменения оказалась слишком чувствительной для общественной реакции. На самом деле я вам скажу так, вся эта история с внезапным ростом чиновничьих окладов имеет под собой довольно специфический юридический фундамент. В 2025 году Федеральный конституционный суд выступил в роли строгого ревизора и вынес Берлину серьезное предупреждение. Оказалось, что на протяжении 12 лет, то есть с 2008 по 2020 год,
государство фактически недоплачивало своим служащим. Суд признал эту практику неконституционной, создав ситуацию, когда власть оказалась в юридическом обязательстве перед собственным аппаратом. Теперь же Министерство внутренних дел пытается закрыть этот юридический вопрос. Официальная версия звучит благородно: нужно скорректировать зарплаты и пенсии так, чтобы они соответствовали коллективному договору и нынешним экономическим реалиям. Чиновники объясняют это необходимостью соблюдать закон и восстановить справедливость. Но здесь и кроется главный парадокс. Под лозунгом выполнения судебного решения и заботы о рядовых сотрудниках система в первую очередь выстраивает максимально выгодные условия для тех, кто находится в самых высоких кабинетах. Если сравнивать это с реальностью частного сектора, ситуация выглядит еще более вызывающей. Обычный работник в случае инфляционного шока вынужден годами ждать индексации или биться за каждый процент прибавки. Здесь же госаппарат использует решение конституционного органа, чтобы обосновать резкий рост своих доходов. Это выглядит как такая сложная бюрократическая конструкция. Правительство обязано повысить зарплаты по решению суда, но именно правительство определяет, кому достанется самый крупный кусок этого бюджетного пирога. Сейчас законопроект Домбрита находится на этапе согласования, впереди его ждут Кабинет министров и Бундестаг, и хотя формально это выполнение решения суда, на деле это станет важным тестом для власти на политическую чувствительность и баланс интересов. Сможет ли руководство сегодня страны найти баланс между юридическими обязательствами перед чиновниками и ожиданиями общества по отношению к остальным гражданам? Ответ мы узнаем совсем скоро, когда закон пойдет на утверждение в Бундестаг под пристальным вниманием нас с вами, общества. А теперь пришло время поговорить о пенсиях в Германии. Когда мы говорим с вами о немецкой пенсии в 1300 евро, важно не путать красивую цифру в уведомлении от пенсионного фонда с той реальностью, которую человек видит в своем банковском приложении. В Германии пенсия – это не конечная сумма, а именно база, которую государственная система постепенно уменьшает еще до того, как вы успеете ее потратить. Основной механизм связан именно с обязательными взносами на медицинское страхование и страхование по уходу. То есть, даже если вы честно работали всю жизнь, часть ваших денег автоматически возвращается в систему, не доходя до вашего кошелька. И я вам хочу сказать, что самый запутанный момент – это налоги. Здесь немецкое законодательство выстроило такую сложную систему, которая зависит от года вашего выхода на заслуженный отдых. Если ваш выход на пенсию состоялся в 2025 году, то налогом облагается уже 83,5% от всей вашей суммы. К 2026 году этот показатель вырастет до 84%. И так будет продолжаться до тех пор, пока налогооблагаемая доля постепенно не увеличится до максимального уровня. При этом многих пенсионеров пугает само требование подавать налоговую декларацию. Возникает такой психологический барьер. Люди боятся, что отчетность автоматически означает платеж, хотя на деле это часто лишь формальная проверка. Тем не менее, в системе заложены и защитные механизмы, существует так называемый необлагаемый минимум. В 2025 году, напомню, он составил чуть более 12 тысяч евро в год. По сути, это та черта, ниже которой государство не взимает с вас налог с доходов. К этому добавляются еще небольшие, но важные фиксированные вычеты на рабочие и особые расходы, своего рода такие налоговые бонусы, которые немного снижают вашу общую нагрузку. Чтобы вся эта математика для вас не выглядела как абстрактный набор цифр, давайте разберем реальный пример. Посмотрим на сухом просчете, сколько из этих 13 сотен евро остается вам на жизнь после того, как обязательные взносы и налоги постепенно сокращают итоговую сумму. И вот тут я предлагаю вам перейти от теории к жесткой математике и разберем конкретный кейс. Представьте одинокого пенсионера, который вышел на заслуженный отдых в марте 2025 года с выплатой в 1300 евро в месяц. На бумаге его годовой доход 15 600 евро.
Казалось бы, сумма скромная, но налоговая система уже включает свои механизмы расчета. Первым делом определяется налогооблагаемая доля. В нашем случае это 83,5% или чуть более 13 тысяч евро. Но прежде чем налоговая инспекция примет расчет, из общей суммы вычитаются именно социальные обязательства. И вот здесь начинается реальное изменение. Медицинская страховка забирает, напомню, 8,55%, что соответственно составляет 1334 евро в год. Страхование по уходу за человеком без детей удерживает еще 4,2%, это 655 евро. В итоге, после всех расчетов, реальный доход, с которого определяется налог, составляет около 13,5 тысяч евро. Итоговый подоходный налог за весь год в данном примере всего 210 евро. Сумма вроде бы небольшая, но сам факт того, что при пенсии в 1300 евро человек вообще сталкивается с налоговым обязательством, многих вводит в ступор. Здесь также важно понимать ключевой нюанс, на котором часто ошибаются пенсионеры. Обязанность подать декларацию не означает автоматическую обязанность платить вами налоги. Это принципиально разные вещи. Сейчас в Германии налоги платят более 6 миллионов пенсионеров. Но эта цифра могла бы быть ниже, если бы люди активнее использовали законные возможности снижения базы налогообложения. Взносы на медицину, пожертвования, непредвиденные крупные расходы или наличие инвалидности – все это те самые инструменты, которые позволяют снизить налоговое бремя вплоть до нулевого уровня. Проблема еще в том, что универсального ответа не существует. Ваша реальная сумма на руки – это сложный такой пазл, где роль играет абсолютно все. Когда вы вышли на пенсию, женаты ли вы? Получаете ли вы выплаты по потере кормильца или имеете ли скромный доход от сдачи гаража в аренду? В этой системе нельзя полагаться на случай. Чтобы не отдавать государству лишнего, стоит ежегодно проверять доступные вычеты, использовать онлайн-калькуляторы или обращаться в общество помощи по налогам. В Германии финансовая грамотность на пенсии – это не хобби, это способ сохранить в кармане те деньги, которые вы зарабатывали десятилетиями. Даже какие-то микроскопические, на первый взгляд, сдвиги в страховых взносах или пересмотр необлагаемого минимума могут заметно перекроить ваш реальный бюджет. Когда вы впервые слышите о налогах с пенсией в 1300 евро, это звучит как очередной экономический сценарий, который вызывает тревогу у пожилых людей. Но если отбросить эмоции и трезво все-таки взглянуть на математику, на те самые 83,5% налогооблагаемой базы, вычеты за медицину и льготы, становится ясно, в этой бюрократической системе есть своя внутренняя логика. Самый парадоксальный и, пожалуй, наиболее спорный момент всей этой системы заключается в том, что вы можете не быть должны государству ни единого цента, но при этом закон все равно обязывает вас подавать налоговую декларацию. Это выглядит для многих как такое формальное усложнение процедуры для людей, которые после десятилетий труда просто хотят заслуженного покоя. Но правила игры именно такие, отсутствие задолженности не отменяет обязанности отчитаться. Для тех, кто выходил на заслуженный отдых недавно в 2025 году или позже, заполнение декларации становится почти неизбежным ритуалом. И дело здесь даже не в страхе перед штрафами. Нужно понимать, такие позиции, как фиксированные вычеты на рабочие или особые расходы, те самые символические суммы в 102 или даже 36 евро, это своего рода маленькие бонусы от системы, но устроено все так, что они не применяются автоматически. Чтобы их получить, нужно самостоятельно подать эти данные. Главный урок здесь прост. Низкая пенсия в Германии, к сожалению, не освобождает от налоговых расчетов и формальностей. Однако 1 час, потраченный на заполнение бумаг или консультацию, в конечном итоге может сэкономить вам гораздо больше нервов и денег, чем попытка избежать взаимодействия с налоговыми органами. Это тот случай, где внимательность к цифрам напрямую влияет именно на ваш бюджет.
На этом у меня на сегодня все. Следите за ценниками на полках, не позволяйте незамеченным изменениям влиять на ваш кошелек и внимательно читайте то, что написано мелким шрифтом в ваших контрактах и пенсионных ведомостях. Помните, в нынешней Германии к личным финансам стоит относиться внимательно, иначе часть средств может уйти незапланированно. Спасибо за просмотр, подписывайтесь и до встречи в следующем выпуске.